Друзья, сегодня мы поговорим о пятнистых гиенах из семейства гиеновых. Большое видео о всех гиенах есть на канале Планета Земля, а сегодня именно о пятнистых. И начнем сразу с разрушения мифов. Вот как вы думаете, гиена – это собака или кошка? Естественно, собака, скажете вы. А вот и нет. Гиена – это кот. Гиена из-за своего внешнего вида часто ошибочно относится людьми к семейству собачьих. И большинство заблуждается. В зоологической классификации все современные хищные млекопитающие делятся на два больших подотряда. Собакообразные, сюда входят собаки, медведи, еноты, моржи и даже панды. И кошкообразные, это кошки, мангусты, цветы и гиены. Пятнистая гиена принадлежит к последнему. Да, она кошкообразная, не по характеру, а по строению черепа, зубов, среднего уха и молекулярным данным. Хотя внешне гиена бегает, как пес, и воет, анатомически и генетически она ближе к кошкам, чем к собакам. И вот ключевые признаки. Строение слуховых пузырей. Это крошечные полости в черепе, связанные со слухом. У всех кошкообразных они имеют две камеры, а у собакообразных одну. У гиен две. Зубы гиены развиты под дробление костей, но их общая зубная структура, форма черепа и челюстей ближе к кошкам. У нее нет типичных для собак длинных морд и узких черепов. Развитие эмбриона гиены проходит по сценарию, общему с кошачьими и мангустами. Генетика все расставила по местам. Анализ ДНК показал, что ближайшие родственники гиен – это мангусты и цветы, а не волки и лисицы. Но почему она не ведет себя как кошка? Вот тут интереснее всего. Гиены пошли по совершенно иному пути экологической адаптации, чем кошки. Они развили мощнейшие челюсти для дробления костей, социальные кланы с жесткой иерархией, активную дневную и ночную охоту и охотничье поведение в стае, в духе волков. Это пример конвергентной эволюции, когда организм приспосабливается к среде, развивая похожие черты с другими животными, не являясь при этом родственником. То есть похожи на собак, но вовсе не собаки. Около 25 миллионов лет назад предки гиен действительно были больше похожи на мангустов. Не крупные древесные хищники. Со временем часть из них ушла в сторону кошек, куда, скажем, эволюционно движется каракал, а часть развила кость-дробильную специализацию, стала крупнее и вышла в саванну. Так и появилась пятнистая гиена, королева африканского мусороперерабатывающего сектора. Пятнистая гиена самый крупный из всех видов гиен. В длину она достигает 130 сантиметров, при высоте в плечах 80 и весом до 70 килограммов. Из-за того, что у гиен передние ноги длиннее задних, создается впечатление неповоротливости и медлительности. Но это не так. Благодаря этому гиене легче преодолевать на максимальной скорости большие расстояния. Этот вид подотряда кошкообразных поселился в африканских саваннах. Свою территорию они метят, и геолокацию гиены менять не любят. Уйти с территории их может вынудить только отсутствие еды. Гиены ночные животные, поэтому днем они отсыпаются, а ночью идут искать еду. Кого же ищут эти кровожадные создания с безумным смехом? Да кого угодно. Живого, мертвого, им в общем-то все равно. Как и наши серые волки, гиены являются санитарами, но не леса. Гиена никогда не гнушается падали и с удовольствием поглощает мертвечину. Более того, благодаря одним из самых мощных челюстей среди млекопитающих, зверюга не оставляет от трупа даже костей. Желудок пятнистой гиены способен переваривать сухожилия, кости и даже рога и копыта. Она переваривает то, что другие хищники оставляют. Настоящий санитар саванны. Кстати, гиены хохочут не потому, что им очень смешно. Так они указывают своим сородичам на то, что здесь много вкусного и надо срочно бежать сюда. Также это сложная вокализация, передающая социальную информацию, возраст, статус, эмоциональное состояние. Младшие особи смеются иначе, чем старшие, а высокоранговые с большей уверенностью. Получается, что у них свой язык статуса, встроенный прямо в голос. Не стоит недооценивать наших пятнистых друзей из-за их скромных размеров. Гиены являются одними из самых успешных хищников африканской саванны.
саванны. Командная работа и невообразимая выносливость позволяют достигать цели в 90% случаев. Если приводить сравнение, то монарх звериного королевства лев побеждает лишь в 5 случаях из 10. Гиены же почти со 100% вероятностью валят даже крупных животных, таких как буйвол или молодой жираф. Кучкуются сутулые киски большими группами по 20-80 особей. В стае хищников царит матриархат. Строится иерархия гиен по следующим принципам. Старшие самки – самые классные девушки на районе. Им отдаются наибольшие привилегии. Отдыхать в самом прохладном месте, первыми приступать к обеду. Также они приносят большее количество детенышей. Самки низкого класса среднестатистические, ничем не примечательные. Кушают после больших мамочек и спят где придется. А самцы? В стае гиен самцы вообще никому не интересны. Они плетутся где-то в самом низу иерархической лестницы. А добыче самцам всегда достаются лишь обглоданные самками кости, да и другие объедки. Вот мы подошли к самому интересному. Поговорим о размножении. Для зачатия детенышей самка гиены готовится год. Выбирая самого достойного из толпы самцов, предварительные сходки происходят раз в 2 недели. Но самое интересное то, что дама оказывается с подвохом. Ведь гениталии самки ничем не отличаются от половых отличительных черт самца. Долгое время люди считали, что пятнистые гиены – гермафродиты и рожают при помощи уникальной генитальной системы или вообще магии. Все оказалось еще интереснее. Женские органы пятнистых гиен очень большие и нередко достигают 15 сантиметров. При этом она не только спаривается через них, но и рожает детишек. Теперь неудивительно, что дамы захватили власть и устроили матриархат. Такие муки может пережить только поистине сильная и независимая женщина. Весь процесс продолжения рода у гиен дико болезненный. Из-за столь необычного строения первый котенок практически всегда рождается мертвым. Своим телом он пробивает дорогу остальным братьям и сестрам. Но даже последующие малыши могут погибнуть от удушья. Нередко во время родов умирает и сама мать. Первый детеныш гиены появляется на свет через 110 дней после зачатия. За раз самка способна родить до 3 котят. За 4 месяца вынашивания заботливая родительница успевает обустроить уютный домик в местной норе. Гиены появляются на свет сразу с открытыми глазами. До 1,5 лет мать выкармливает детенышей молоком. Малыши мгновенно занимают в иерархии ту же позицию, что и их родительницы. Как только ребятня вырастает, самочки становятся наравне с мамой, а самцы уходят к самым низам иерархической лестницы. Кстати, борьба за власть у гиен-самок начинается еще в детстве. Тогда они устраивают драки, но не шуточные, иногда со смертельным исходом. Более слабая самка погибает, а у сильной появляется возможность на дальнейшую жизнь. Новорожденные самцы, в свою очередь, никогда не подвергаются гонениям со стороны самочек. И здесь хочется добавить еще немного интересных фактов. Во-первых, самочки являются самыми заботливыми мамами из всех хищников. Вся добыча сначала достается малышам, а после уже едят взрослые особи. Во-вторых, несмотря на то, что гиена хищник, она с удовольствием полакомится сочной дыней или арбузом. Так они утоляют жажду. В-третьих, гиена поддается дрессировке. Если приручить эту бешеную киску, то вы получите питомца по верности сравнимой с собакой. На африканских улицах это уже давно норма. Вопреки бытующему мнению, не гиены пытаются овладеть добычей львов, а львы часто отнимают добычу у гиен. Если львица одна, а гиен много, то они могут попытаться ее прогнать. Но несколько львиц или даже единственный лев-самец может отогнать от добычи весь клан гиен. Львы также нередко убивают гиен и их детенышей. С другой стороны, старые львы нередко находят свою смерть в зубах гиен. Гиеновидные собаки охотятся там же, где и пятнистые гиены, и на ту же добычу, но охотятся немного организованнее. С другой стороны, в рационе гиен больше падали, и они менее чувствительны к вирусу бешенства. Эти два хищника нередко убивают друг друга и детенышей конкурентов. У других хищников гиены часто отнимают их добычу, если та входит в их меню, и охотятся на их детенышей, а иногда и на них самих.
них. Пятнистые гиены демонстрируют уровень социальной смекалки, сравнимый с обезьянами. Исследования показали, что они способны решать пространственные и логические задачи, использовать обман в общении с соплеменниками, например, притворяться, что идут к одной добыче, а потом поворачивать к другой, и даже узнавать голоса друг друга, запоминая целые социальные связи. А вы бы завели себе такую кошка-собаку? Пишите в комментариях. Для тех, кто долгое время с нами и кто хочет поддержать развитие канала, может перейти на платформы Boosty и Patreon по ссылкам в описании. Там видео будет появляться раньше и без рекламы, а возможно и видео, которых не будет на платформе YouTube. Надеемся, что вы цените наш труд. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какое бы животное вы хотели бы увидеть в следующем видео, и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!